Добрый день, дорогие друзья! Советую вам заготовить чашечку кофе, поудобнее устроиться перед экраном и посмотреть мою фотоисторию, которую я сделал из своих фотографий. Там, где я буду использовать чужие фотографии, я буду об этом говорить. Итак, перед нами промплощадка Чернобыльская АЭС, вдалеке Припять, станция Семиходы, куда приезжают работники Чернобыльской АЭС, пожарная часть, старая котельная, АБК-1, управление, первый блок, второй, третий, за ним четвертый. Это снято с вентиляционной трубы 2, третьего, четвертого блока. Здесь мы видим ПКТРО, промышленный комплекс по обращению с твердыми радиоактивными отходами в стадии строительства, и завод по переработке жидких радиоактивных отходов. Фото сделано в 2007 году. Это оттуда же, 7-й же год. Вот труба котельной, откуда была сделана первая фотография. Кусочек крыши третьего блока. Общий машзал. Промплощадка объекта укрытия. Здесь будет монтажная зона нового безопасного конфайнмента. Здание караульной службы, сам пропускник, это все будет снесено. Это здание управления строительства Чернобыльской АЭС. Площадка временного хранения слабых радиоактивных отходов, которые будут возникать в процессе монтажа и очистки вот этой площадки и монтажа нового безопасного конфайнмента. Это графитовый склад. Здесь были графитовые блоки для реакторов 5 и 6 блока Чернобыльской АЭС. При очистке всей этой территории склад снесли, а графит, он куда-то делся. Химически чистый графит, думаю, стоит недешево. Вот эта же площадка в 2013 году, спустя 6 лет, даже лес подрос, это заметно. Пути надвижки появились, здания караульной службы нету, сам пропускника нету. О ходе строительства нового безопасного конфайнмента можно сделать отдельную фотоисторию, где подробненько обо всем можно рассказать. Если, конечно, вам это будет интересно. Идем дальше. А дальше мы возвращаемся в 86 год. Это лето 86 года. Ориентировочно июнь месяц. Мы видим уже здесь выложены под будущий фундамент каскадной стены для заливки бетоном. И вот по эту сторону будет воздвигнута контрфорсная стена. Вот здесь вот объект укрытия будущий. Третий блок, второй, первые блоки. Управление, АБК-1. Очень много видим транспорта. Достаточно уникальный снимок. Блочный щит номер 4. Кстати, предыдущую фотографию я взял из архива Александра Дробот. Эту фотографию я, похоже, тоже у него взял. Это ориентировочно конец 86-го или начало 87-го. Мебель еще вся на месте. Конечно же, тут бардак. Системный блок какой-то валяется. Стул тут почему-то. Но мнемотабло реактора еще целое. Датчики тут еще практически все целые. Кое-что уже повытаскивали, но не так много, как здесь. Здесь мы видим уже мнемотабло покоцали. Это осень 88 года. И тогда блочный щит уже был закрыт пленкой. Это перед моим первым походом в объект укрытия. Фотографировал Валера Шунгуров. У меня темные очки. Стекла я темнил в бассейне выдержки третьего блока. Если интересно, я потом как-нибудь об этом расскажу. И как раз таки после этого похода я был вынужден обрезать волосы. Об этом я рассказывал в одном из выпусков «Кофе со вкусом Чернобыля». А это наша бравая группа дозиметрической фото-видеоразведки. Это Сергей Кошелев, это Руслан Клеймистый. К сожалению, его уже нет с нами. Фотографировал Сергей Лапига. Он же фотографировал нас на острове. Это помещение нашей группы. Качество фотографий, правда, не очень, но что есть. 96-й год. Видно по газете «Бизнес». Что за газета, понятия не имею. Не помню уже. Блочный щит периода 7-го года. К сожалению, здесь когда-то была надпись, похоже, ее оставляли в конце 80-х. Здесь было написано мощность дозы. Какая была? Центральный зал, центральное место объекта укрытия. По цветным точечкам на фотографии примерно можно судить об уровнях радиации. Радиационное излучение здесь порядка 1-2
3 рентген в час. Примерно вот так вот, единицы, короче. Это северная стена центрального зала. Вот здесь ее нет. Вот, для понимания дальнейших фотографий, это фотография из архива. Не знаю, кто ее делал. Елена ориентирована, вот там север, вот тут юг. Она вот этой плоскостью своей ориентирована северо-восток, юго-запад. Обрати внимание, буи исследовательские, которые уже забрасывали, штанга-игла с датчиками, с приборами всевозможными, которую хотели закинуть в шахту реактора, вот она, но немножко промазали и попали в какой-то приямок. Бассейн выдержки немножечко вот сюда дальше. Вот здесь вот, я уже знаю и вам говорю, вот это светлое пятно и вот сюда дальше. Это цепеприемник разгруза-загрузочной машины, РЗМ. А вот эта конструкция называется самолет, балки Б1. К ним потом пристроили Б2 и положили трубный накат. Об этом, кстати, тоже можно сделать небольшую фотоисторию рассказать, как строили объект укрытия. Так вот, запомнили это положение. Центральный зал. Сергей Кошелев стоит на краю шахты реактора. Это его фотоаппарат на штативе. Я снимал с помощью вспышки и небольшой выдержки, порядка 1,5-2 секунды. Он ставил длинную выдержку, несколько десятков, 10 или 15 секунд, я точно не помню, сколько он ставил. Это я вам сейчас покажу, какая фотография с этого фотоаппарата получилась. Вот это торец цепоприемника, светлое пятнышко на черно-белой фотографии, помните? Вот оно. Вот оно. А теперь вот такая фотография с фотоаппарата Сергея Кошелева. Это его снимок. Точечек цветных воздействий радиации здесь значительно больше за счет длинной выдержки. Чем дольше матрица работает, тем больше воздействие радиационного излучения на нее. С одной стороны, при длинной выдержке не надо вспышку, прорабатывается все достаточно хорошо и четко, но за счет снижения вот этих точек мы теряем четкость в деталях, они смазываются. Вот это торец цепи приемника РЗМ. Вот мы помним буй с приборами, штанга-игла. Это помещение северного барабан-сепаратора. Вот эти металлические листы, это обшивка, внутренняя обшивка помещения барабан-сепаратора. А вот здесь должна была быть стена центрального зала толщиной 1,20 м. Ее нет. Просто нет. Вот эта наклонная штука, это мостовой кран РЗМ. Опускаем взгляд ниже. Шахта реактора. Елена. Центральная ее часть пустая. Все технологические каналы центральной части оборваны. Только по периметру видны оставшиеся пустые, по всей видимости, технологические каналы стержней отражателей. Вот здесь мы видим штангу-игла. Исследовательские буи, которые закидывали. А еще хочу сказать, что по всему периметру вот так вот был приварен сверху кожух реактора. Сверху он был приварен к схеме Е, снизу к схеме ОР. И где этот большой лист железа в центральном зале, я вам чуть позже покажу. Теперь мы смотрим на самый верх Елены, схемы Е. Уже знакомый нам буй решетчатый. Рядышком лежит как колокол. Это всевозможные провода к датчикам, которые опускали в разное время для замера температуры и радиационного фона. Кстати, радиационный фон вот в этом месте порядка 40-50 рентген в час. Вот здесь вот, где я стою, фотографирую, ну, может 10-20 рентген. Вот где Кошелев стоит, Сергей, порядка 50. А вот здесь вот порядка сотни рентген в час. Здесь очень много технологических каналов и ТВСок, поэтому там и фон высокий. А теперь я вам предлагаю заглянуть по ту сторону Елены. Вот, мы по другую сторону. Здесь тоже фон порядка 50 рентген в час. Вот это просматривается цепоприемник РЗМ. Один из кабелей к датчикам, к нейтронным датчикам. Их забрасывали на предмет обнаружения нейтронных потоков, которые бы свидетельствовали о возникновении самопроизвольной цепной реакции. То есть нейтроны могут
появиться только при цепной ядерной реакции. Нет цепной ядерной реакции, нет нейтронов. Но вот для обнаружения возможного СЦР и забрасывали эти нейтронные датчики. Смотрим влево, смотрим вправо и видим, Сергей Кошелев что-то снимает. Это цепоприемник. Кстати, вот такой вот размытость, это из-за того, что я снимаю на длинной выдержке со вспышкой, а Сергей снимает с накамерным светом, и так как он им шевелит все равно, и получается вот эта размытость. Ну, смотрится достаточно интересно, даже как бы сказочно. Вот, это южный барабан-сепаратор, помещение 804/3. Здесь тоже должна быть стена между вот этим помещением и центральным залом, 1,20 м толщиной, но ее нет. Это металлическая обшивка внутри помещения 804, то есть это внутренняя его обшивка. И она вогнута в центральный зал. Кстати, весь вот этот интересный такой цвет, желто-оранжево-зеленый, поносный, можно так сказать, это все следствие пылеподавления, которое регулярно проводилось над центральным залом. Значит, вот это северные барабан-сепараторы. Мы раньше их видели. Обшивка металлическая, опять-таки вогнута в центральный зал. Это парашюты, которые сбрасывали в мае 1986 года. Вернее, сбрасывали не парашюты, а с их помощью сбрасывали песок, свинец, доломит. Вот этот же барабан-сепаратор северный, но уже со стороны Елены. То есть схема Е у меня за спиной. Если мы повернемся, то как раз таки вот увидим схему Е, уже знакомый нам буй, ребристый такой, решетчатый. А вот тут справа, вот этот проемчик, это дверь в операторскую РЗМ. И если мы как бы пойдем сюда, то мы провалимся в шахту реактора. А если пойдем с этой стороны, то окажемся под дверью в операторскую РЗМ. И внизу увидим вот такой стул. Кто и зачем его туда сбросил, понятия не имею. Да и никто не знает. Опять же, тут вот видны парашюты, парашютные стропы. Здесь, вот где я сейчас стою, фон порядка 40-50 рентген в час. Но вот тут ниже он до сотни и даже больше. Тут очень большое скопление топлива, топливных каналов. И сейчас я вам покажу. Вот одна из них, ТВС-ка, часть технологического канала, твелы. Я называю это метелочкой такая красивая. И видите, как снежит цветными точками при выдержке всего лишь там 1,5 секунды. Здесь порядка 450 рентген в час на метре. Вот от нее. Поэтому и фон в этом месте за 100 рентген в час. А тут бац, и вновь Сергей Кошелев снимает. Здесь мы видим вот метелка, стул, парашюты. Вот еще одна ТВС-ка порванная. Вернее, технологический канал порван, а вон видны твелы. И вот такое же размытое как бы свечение. Это свет от его камеры. Это ТВС посередине, примерно посередине центрального зала. Опять же порванный кусочек технологического канала, твелы, кусок графитового блока. Видимо, в этом блоке она лежала. Ну, можно только предполагать об этом. Вот она крупным планом, очень четко видно острые края порванного технологического канала. Фонит здесь, кстати, не так много, ну, порядка 10-20 рентген в час, где-то так. Вот. Ну и графитовый блочок такой. Это развеска свежего топлива. Это восточная часть центрального зала. Опять же графитовые блоки. Графитовых блоков там очень много. Ну, представляете, всю графитовую кладку реактора выкинула наружу в центральном зале и разбросала вокруг. Это место преступления. В одном из своих выпусков «Кофе со вкусом Чернобыля» я рассказывал об этом, что молодые ребята захотели заработать, пооблучались, но их повязали, условно приговорили. Кого условно, кого посадили. Ну, в общем, кому интересно, посмотрите один из выпусков «Кофе со вкусом Чернобыля». Это резервная пультовая РЗМ. Здесь разбили стекло в смотровом окне и закинули вот такие рельсы, натянутые на тросах.
По этим рельсам запускали тележку с видеокамерой, чтобы снять первые кадры, что же находится в центральном зале. А вот это, кстати, тот самый кожух реактора, о котором я говорил. Огромный лист железа. Вот кожух реактора. Вот рельсы, тросики. Вот здесь дверь. То есть представляем, вот здесь уровень 35 отметки. Вот это вот все метра 3 завалено графитовыми блоками, всевозможными строительными обломками, оборудованием. Вот это вот большая как бы металлическая рама, я вам позже сейчас покажу. Вот тут поближе ее видно более четко. И опять же кожух реактора. Это металлическая штука, не что иное, как мостовой кран, который находился под самой крышей шатра. Вот так это выглядит на действующем нормальном блоке. РЗМ. Вот это вот все называется шатер центрального зала. Пятак реактора, бассейн выдержки. Вот это называют цепоприемником. Помните, я вначале говорил о цепоприемнике РЗМ? Вот он. А это сам скафандр, чехол, который состоит из 4 элементов. Нижний, первый, потом второй, третий и 4. То есть сюда затягивают отработанные ТВСки. И потом перегружают бассейн выдержки. Вот этот самый цепоприемник в объекте укрытия. Он где-то под углом градусов 20 лежит, опираясь на одну из стен, западных стен центрального зала. А сам скафандр по ту сторону, я потом его вам покажу. А это с другой стороны цепоприемник тот же. Тут он тоже технологические каналы видны. Вот, операторская на 43 отметке, помещение 2005/2. А вот это окно разбили первым. Я имею в виду первым по сравнению с окном в резервной пультовой. Здесь была стеночка, но она разрушилась. Теперь мы смотрим в другую сторону. Вот эта дверь, которую я вам показывал. Вот здесь я вам хочу показать более подробно, более крупно РЗМ, из чего она состояла. Это ее штатное место, где она всегда стояла, не во время перегрузок. Штатное место машины РЗМ. Это юго-западный угол центрального зала 4-го блока. Практически на краю пятака и схемы Е. То есть схема Е, вылетая, однозначно цепляла РЗМ. Так вот, вот эта нижняя часть, первая секция, во время взрыва, она оторвалась и валяется где-то в этом углу. Вот это вот все было подброшено вверх и закинуто вот сюда, рядом с пультовой. Вот это пультовая, а рядом еще одно помещение. Вот она. Нижней секции нет, она в центральном зале. Это 2-я, 3-я и там дальше 4-я, ее не видно. Ну, видите, как все это покорежило, пробило железобетонное перекрытие, порвало металл. А теперь мы взглянем на эту часть РЗМ с другой стороны. Вот она. Вот там пультовая. Ну а теперь взглянем из коридора на 43-й отметке в помещение, где торчит РЗМ. Видно вот это гнездо. Сюда затягивался отработанный канал, отработанная ТВС-ка для перегрузки. Вернее, во время перегрузки. Коридор на 43-й отметке. Так называемый вент-центр. Тут вентиляционные установки стоят. Свинцовый коридорчик. Обложили свинцом для снижения уровня мощности, который тогда присутствовал, был достаточно высокий. Ну а впоследствии он упал там до каких-то единиц или десятков миллирентген всего лишь. А в конце этой отметочки, если туда дальше пройти, мы придем вот к такому свинцовому мостику. Сейчас он, наверное, вообще уже упал, а вот в 2010 году, когда я его снимал, им уже пользоваться нельзя было. Раньше мы им пользовались регулярно, чтобы попасть на 43-ю отметку с лестничной клетки, вот там ее в темноте не видно, была прорублена в бетонной стенке проем и проложен, смонтирован вот такой вот свинцовый мостик. Вот так он выглядит сбоку. Я всегда с ужасом, наверное, так можно сказать, и с трудом могу себе представить, каких сил и доза затрат стоило вот это вот возвести на лесах, рассчитать инженерное сооружение. Вот эта лестничная клетка, там
проем на лестничную клетку. И вот такой коридорчик, свинцовый мостик. Вот так он выглядит сверху. Вот тут лестничная клетка, а там 43-я отметка. Скорее всего, это делали солдаты, партизаны. Нахватались они тут порядочно, чтобы все это выложить, соорудить. Сумасшедшая работа. Но этот мостик очень сильно выручал и помогал в исследованиях. А теперь переходим к слоновой ноге. Это бетонный наплыв, сразу говорю. Это ржавчина, то есть металл, который проржавел до такой трухи и осыпается тут. А это наплыв топливно-содержащей массы. И его часть вот эту вот называют слоновой ногой. Там дальше в бетонном языке тоже есть лава застывшая. Сейчас мы на это все посмотрим. Но перед этим я вам покажу, как выглядела слоновая нога в самом начале. До того, как она разрушилась. Так сказать, в первозданном ее виде. До ее разрушения она выглядела вот так. Что вот это вот за серый налет такой, вот честно сказать, понятия не имею. На пыль какую-то не похоже. Может, каким-то раствором обрызгивали. Но первоначально она выглядела вот так. А вот этот белый уровень, тут была вода. Это, скорее всего, то, что протекало в 1986 году, когда интенсивно заливали шахту реактора, предполагая, что он целый, и охлаждали его. Вода растекалась по всему блоку, и в том числе и здесь она скопилась. Ну, а потом испарилась. Но след от нее остался. Ну, а теперь она выглядит так, а может даже еще и хуже. Потому что это 2007 год, уже 12 лет прошло, возможно, она еще больше разрушилась. А вот это следы, вот это подтеки лавы дальше по коридору. Слоновая нога у нас за спиной. Кабельные короба превращаются в труху, осыпаются. Кабеля тоже ржавеют. ТСМ тоже разрушается. То есть это было 12 лет назад, она была в таком виде. Боюсь, что сейчас она в более плачевном состоянии и, соответственно, в более опасном, измельченном состоянии, превращаясь в пыль и множа горячие частицы, которые потом могут попасть во внешнюю среду. Это я уже так страху нагоняю. Кстати, вот по точкам мы видим, что здесь небольшой фон. На самом деле возле слоновой ноги уже в 2007 году были единицы рентген. Ну, 1-2 рентгена, наверное. Ну, а сейчас это точно не больше одного рентгена, может даже и меньше. Ну, это я покидаю объект укрытия, образно выражаясь. На самом деле здесь я вылажу из бассейна Барбатера, где тоже есть скопление ТСМ, только оно там в виде шлака. Ну, на этом все, дорогие друзья. Надеюсь, вам понравилось. Вы выскажете свои пожелания, замечания. И в следующий раз я постараюсь сделать лучше. И еще лучше. И еще информативнее. Надеюсь, ваш кофе не успел остыть, а вы успели его выпить. Будем жить.